Redneck. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И сейчас мы находимся на территории Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, вы посмотрели прошлый выпуск из Вегаса, где мы были на SEMA Show 2019. Если нет, обязательно посмотрите. Если да, то это некого рода продолжение. Чтобы начать эту серию, мы приехали сюда, в легендарное, действительно легендарное место, где еще с начала 50-х годов проходили самые крутые и быстрые гонки в мире. Это соляные озера Бонневиль. Это культовое место, в котором гоняют на машинах, на байках, на грузовиках, на ракетных двигателях, на чем угодно. И сегодня мы начинаем выпуск о нашем путешествии из Лос-Анджелеса в Майами на этом Форде Тандерберде. Мы в этой серии покажем вам наше путешествие, расскажем про машину. Это будет некого рода тест-драйв, в котором мы расскажем о машине американского производства, о легендарной машине на территории США. На территории, где ее произвели и где она ездила с 1962 года по сей день. Это будет невероятно крутая серия, поэтому пристегните ремни и погнали. Well, the boys round here don't listen to the Beatles run. Old Bo Cephas threw a jukebox needle at the honky-tonk where their boots stomp all night. What? That's right. Yeah, and what they call work a digging in the dirt. Gotta get it in the ground before the rain come down. To get paid, to get the girl in your four-wheel drive. Yeah, the boys round here drinking that ice-cold beer. Talking about girls, talking about trucks, running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here sending up a prayer to the man upstairs. Backwoods legit, don't take no shit. Shoot her back, and shoot her back, and shoot her back a spit. Oh heck. Well, the boys around here, they're keeping it country. Ain't a damn one know how to do the Dougie. Ну и так, друзья, давайте начнем с самого начала. Эту машину мы купили год назад, когда в прошлый раз приезжали на SEMA Show в Фениксе, в Аризоне, в компании в Скоттсдейле Getaway Classic Cars. Мы ее взяли за $25 000, что в принципе немало. Но эта машина в оригинальном состоянии. Это, как говорится, выжившая, уцелевшая тачка. Она со времен, с 62 года, она была выпущена именно тогда. Это Ford Thunderbird кабриолет. Она поменяла два хозяина. Соответственно, второй хозяин был коллекционер, и она стояла у него на складе порядка 30 лет последних, после чего он, к сожалению, скончался, и его жена передала машину на продажу, и мы ее купили. Я сразу скажу, что мы благодарны, потому что мы купили не какую-то абы как восстановленную пустышку, лишь бы забрали. Мы купили машину в хорошем состоянии. Ей заменили по мелочи какие-то узлы после того, как ее передали на продажу, такие как тормозные шланги, тормозные колодки. Ну а мы, в свою очередь, поменяли просто масла и фильтра. После этого уже проехали 1600 миль. И ничего не случилось. Наш Тандер в самой жирной комплектации, которая возможна. Он идет как кабриолет спортивный родстер, поскольку у него есть такая аэродинамическая крышка, которая закрывает заднее сиденье и делает его типа спортивным родстером. Вот, но по сути она просто придает ему вид, и выглядит действительно она хорошо. Мы сейчас закрыли крышу, потому что после LA, после Вегаса, здесь уже в Солт-Лейк достаточно холодно. Ночью температура падает до -2, -3. И днем, в принципе, хорошо только на солнце. Когда едешь на скорости, ветер очень холодный, и без нее здесь уже невозможно. Поэтому подснимем чуть позже, где-то в районе Техаса или Майами, ее уже без крыши. Там будет все конкретно видно. Вот, у машины полностью все на электрике. Сиденье,
крыша, все стекла. У машины есть кондиционер, это родные друзья опции. В принципе, у нее все работает, все вот эти ништяки, они работают, поэтому я считаю, что это удачная покупка. Благодарю компанию, которая нам ее продала. И теперь мы отправляемся в путешествие через всю Америку. Да, мы немножко срезали и не покажем вам участок от LA до Вегаса, но что вы там не видели, да? Сейчас начинается самое интересное. Мы поедем отсюда через горы, я надеюсь, нам повезет с погодой. И, конечно же, она будет плохая, чтобы оценить машину в полных вообще вариациях по погоде. И снег, и дождь, и жара. И вам будет интересно, и нам непросто, но впереди еще 4000 миль. Поэтому не переключайтесь. Мы постараемся показать вам все максимально интересно. И поехали! They still love me, yeah, the girls round here, they all deserve a whistle. Shaking that sugar sweet as Dixie Crystal. They like that yawling southern drawl and just can't help it cause they just keep falling for the boys round here. Drinking that ice cold beer. Talking about girls, talking about trucks. Running them red dirt roads out, kicking up dust. The boys round here, sending up a prayer to the man upstairs. Ну, мы немного боялись, а потом все-таки решили выехать, поскольку пара машин проехалась, и вроде ничего страшного. Соль, она сверху влажная, мягкая, но под ней, в принципе, мокрая, но глина, которая достаточно хорошо держит машину. Провалиться здесь невозможно. Здесь можно увязнуть и не выехать, но ничего более. Да и вокруг куча джипов, и я думаю, никто не откажет в помощи, если вдруг мы застрянем. Еще одна мечта. Я всегда хотел покататься по Солт-Лейк. И вот, естественно, не в сезон. Сейчас уже ближе к зиме. Здесь становится влажно. А летом, я надеюсь, сюда еще нам получится вернуться и действительно покататься уже куда-нибудь в точку, на максималку по сухому покрытию. Ездить по такому покрытию очень прикольно, необычно. Я представляю, сейчас мы, к сожалению, не можем реализовать полностью ни потенциал машины, ни потенциал этого места, поскольку, ну, как я и говорил, влажно очень сильно. Но мы сейчас едем вдоль дороги по плюс-минус сухому покрытию, и реально очень плавно. Я не знаю, как вам передать это. Советую. Просто вы должны приехать сюда и ощутить самостоятельно всю мощь природы. Начиная от того момента, когда ты подъезжаешь сюда и спускаешься с гор и видишь вдалеке вот это огромное, красивейшее белое пятно. И заканчивая тем моментом, когда ты попадаешь сюда и перед тобой бескрайняя пустыня из соли. Это нереально круто. Советую, друзья. Друзья, вышла такая ситуация, что мы ехали и обсохли. Прямо посреди трассы между гребаным Ничто и гребаным Ничто 2. И мы уже отчаялись, поскольку все сервисы эвакуации и так далее не работают, телефоны не отвечают. И вот, сюда будет свет.
И минуточка откровения в темноте. И вот это вот уникальная тема, то что я пытался поймать тачку вот с руки, и никто не останавливался. 911 звонили, они говорят, ищите таус-сервис, нам типа неважно, типа хотите, мы можем вам найти, и дали номера эти не отвечают.